Теперь мы займемся логикой, которая будет отвечать за создание листингов. Напишем весь необходимый код, настроим валидацию, разберем разницу между командами и запросами. Также покроем код тестами. По традиции мы начинаем с бизнес-логики. Переходим в проект Application, директория Use Cases, директория Listings, и в директории Commons мы создадим директорию Create. Почему это Commons? Тут все крайне просто, потому что во время создания листинга мы будем изменять таблицу с листингами в базе данных. Мы будем туда добавлять новое значение. Итак, в папке Create мы создадим хендлер, я назову его Create Handler. Также по аналогии с нашим query я создам command. Это будет Create Command. Давайте я открою их рядом для удобства. Итак, command, как и query, в наших запросах будет служить для связи endpoint с хендлером. С помощью библиотеки mediator мы пометим наш хендлер. Хендлер должен принять create command и вернуть listing response. Теперь с помощью библиотеки mediator свяжем command с хендлером. Мы пока оставим наш хендлер без имплементации. Давайте я открою листинг, чтобы посмотреть, что должен принять наш command. Итак, давайте примем title, description, примем цену и ID категории. То есть этот объект типа create command, мы должны передать в хендлер из endpoint. Предлагаю пока оставить хендлер без имплементации и создать endpoint. Перейдем в слой Presentation, проект API, в директории Endpoints, в директории Listings создадим новый класс. Он должен реализовать интерфейс iEndpoint для автоматической регистрации. Мы будем ожидать пост-запрос, так как это создание листинга. Паттерн будет listings. И вторым параметром мы примем лямбда выражение. Внедрим интерфейс iSender. Это технический интерфейс медиатора. И также cancellation token. Также нам необходимо принять некоторую информацию от пользователя для создания листинга. Для этого я перейду в проект Contracts, который находится в слое Presentation. Создам директорию listings, в которой создам Create Listing Request. Это общедоступный request, который может использоваться в проектах слоя Presentation. Также он может использоваться клиентскими приложениями. Итак, мы примем от пользователя title, description, цену и ID категории. Мы свяжем наши контракты с проектом API. И в первую очередь в теле постзапроса мы примем наш request. Теперь можно подметить, что request ничем не отличается от command. И вроде как мы могли бы сразу в теле постзапроса принять command. Технически это не запрещено, но архитектурно это не совсем правильно. Тут важно понять логику. Наш request — это публичный API-контракт. То, что видит клиент, то, чем могут пользоваться другие проекты слоя Presentation, в то время как наш command — это внутренняя часть бизнес-логики, представление хендлера, как создать листинг. И очень часто command может отличаться от реквеста. Например, command может принять user ID, который мы возьмем из access токена. Также часто мы передаем здесь роль. Может принять IP-адрес, какие-то логи дополнительные, какую-то информацию из кукисов. Итак, давайте я уберу лишние комментарии, и мы напишем наш endpoint. В первую очередь нам нужно создать command. Для этого я предлагаю написать mapper на уровне API. Я создам директорию и создам здесь класс, который назову listing_mappers. Это будет статический класс. Создам здесь статический метод, который вернет create_command. Назову его toCreate_command, который примет пока что только request. И вернем create_command. Этот маппер находится на уровне API, потому что мы работаем здесь с сущностями, о которых наша бизнес-логика, уровень application, ничего не знает, не имеет к ним доступа. Итак, мы можем закрыть маппер и написать наш endpoint. Давайте я создам command, toCreate_command, создам результат. Следующим шагом мы вызовем медиатор и отправим command в хендлер. И после вернем пользователю результат. Давайте мы сразу будем здесь создавать command, не будем делать лишнюю переменную. Также мы вернем пользователю результат created правильного формата. Это будет паттерн listings. Так как в результате мы получаем объект типа listing response, у нас есть ID листинга. И вернем listing response. Дальше скажем, что этот endpoint анонимный. Поместим в группу листингов для библиотеки Scalar. Пока что опишем только положительный результат работы нашего хендлера. Это объект listing response и статус код 201.
Теперь мы можем перейти в наш хендлер и затронуть тему валидации команд. Прежде чем хендлер начнет серьезную работу с базой данных, нам необходимо проверить информацию, которую прислал пользователь. То есть бизнес-логика должна самостоятельно регулировать, какие данные нужны для того, чтобы создать листинг. Для этого мы напишем валидацию. И в наших use cases, в наших командах, в папке create, которая отвечает за создание листингов, я создам еще один класс. Это будет валидатор. Мы будем исследоваться от класса из библиотеки Fluent Validation, которая примет наш команд. Так, давайте напишем какие-то базовые ограничения, просто для примера, чтобы увидеть, что все работает. Добавим сообщение, добавим максимальную длину, напишем ограничение для description, давайте напишем ограничение для денег, добавим, что сумма не может быть меньше одного, и добавим какое-то максимальное ограничение. На этом, кажется, все. Валидатор готов. Итак, я закрою команд, помещу валидатор вот здесь, открою хендлер. Дальше, чтобы вызвать валидатор в хендлере, мы должны внедрить определенную зависимость из библиотеки Fluent Validation и передать create command. Прежде чем хендлер начнет выполнять свою логику, мы должны вызвать валидатор. Но на этом этапе валидация все еще не заработает. В нашем проекте API, проекте ASP.NET, есть специальный класс, который называется Global Exception Handler. Мы его откроем. В нем нам необходимо обработать эту логику, чтобы презентационный слой умел правильно ответить пользователю и сообщить о проблемах валидации. Примем Validation Exception. Пусть это будет статус-код 400. И в теле этого ответа мы распарсим ошибки валидации. Также для консистентности и для упрощения жизни клиентскому приложению мы поправим ответы других ошибок тоже. На этом все. Добавим информацию об ошибке до библиотеки Scholar. Валидация закончена. Давайте проверим, работает ли она. Я запущу наш проект, открою браузер. У нас появился endpoint для создания листинга. Давайте я возьму ID категории существующей. Я поставлю цену -1 и попробую отправить этот запрос. Отлично, валидация работает. Мы получаем статус-код 400, получаем поле, в котором произошла ошибка, и сообщение об этой ошибке. Давайте попробуем убрать title, и мы получаем две ошибки. Уберем description. На этом все. Валидатор работает, и мы можем перейти к написанию бизнес-логики. Я закрою валидатор, открою хендлер, оставлю endpoint пока что. Давайте я открою command. После валидации нам необходимо проверить, существует ли такая категория. В первую очередь мы проверим в кэше, и только после этого будем проверять в базе данных. Но пока что наш проект с кэш-сервисом не написан, я оставлю вот такую вот заглушку. Нам нужно добавить репозиторий. Добавим сразу репозиторий для листинга. Перейдем в репозиторий. Вызовем этот метод. И если категория не найдена, отправим исключение. Давайте проверим, существует ли оно у нас. У нас нет исключения. Давайте его быстро создадим. Мы примем category ID и отправим его в нашу ошибку not found exception. Отлично, ошибка готова. Давайте ее вызовем вот здесь. Давайте теперь проверим, отрабатывает ли она. Я запущу наш проект, открою браузер, поправлю цену и также изменю ID категории на несуществующий. Отлично, ошибка отработала. Теперь нам необходимо создать листинг и сохранить его в базу данных. Я закрою здесь все лишнее, открою листинг mappers и напишу еще один маппер, который вернет листинг, назову его toListing, примет create command. Также здесь неплохо было бы настроить какую-то нормализацию строк, но для упрощения мы это опустим. Создадим листинг. Теперь нужно написать реализацию метода репозитория для создания листинга. Метод готов, он очень простой. И теперь мы вызовем его в хендлере. Добавим интерфейс iUnit.org для того, чтобы сохранить изменения в базе данных. И оставим вот такую вот заглушку на будущее, чтобы после создания листинга обнулить кэш, в котором содержатся листинги, чтобы пользователи не получали старую информацию. И вернем ответ типа listing response. Откроем endpoint и добавим здесь информацию об ошибке, что мы также можем вернуть ответ, у которого будет статус-код 404. Давайте попробуем запустить и проверить, создается ли наш листинг. Возьмем правильное ID категории и попробуем создать листинг. Супер, листинг создается. Все великолепно. Теперь мы напишем интеграционные тесты для этого endpoint. Мы перейдем в проект наших тестов. В директории listings я создам класс. Повторим конфигурацию с прошлых интеграционных тестов.
Давайте я закрою боковую панель, уменьшу endpoint. Как и в прошлых тестах, мы примем тестовые листинги, поделим тест на 3 части. Прежде чем нам отправить пост-запрос, в базе данных уже должна находиться категория, с которой мы будем создавать листинг. Давайте я создам случайную категорию. Выберем случайную категорию из нашего подготовленного списка категорий. Засидируем предварительно ее в базу данных. И теперь создадим request. Откроем request и отправим ID случайной категории. Теперь можем отправить запрос. Это будет пост-запрос маршруту listings с объектом request. Проверим, что ответ не пустой, и проверим статус-код. Давайте запустим тест для проверки. Итак, тест отработал успешно. Можем его расширить. Давайте распарсим результат. Это будет результат типа listing response. Давайте проверим title, description и цену. Запускаем тест еще раз. Все работает. Теперь давайте напишем тест, которым мы проверим создание листинга с ID категорией, которая не существует в базе данных. Создадим request. Нам нужна несуществующая категория. Добавим ее в request. Также мы проверим сообщение об ошибке. Проверим, чтобы ответ не был пустым. Проверим статус-код. Распарсим результат. И проверим сообщение в результате. Вызовем наш тест. Давайте запустим все тесты сразу. Все тесты отработали, все работает. Также мы напишем еще один интеграционный тест, который проверит, срабатывает ли валидация. В то время как саму валидацию, ошибки валидации, мы проверим в юнит-тесте. Поделим на 3 части, отправим request, проверим, что статус-код у нас 400 и установим цену для каждого листинга -1. Запустим тест. Тест отработал. Теперь я предлагаю написать юнит-тесты, которые проверят валидацию. Теперь в директории тестов я создам директорию core, создам проект. Это будет проект XUnit. Уберу все лишнее, добавлю связь, продублирую структуру директорий. Я делаю это исключительно для примера. Весь код мы, конечно же, не будем покрывать юнит-тестами. Теперь импортируем валидатор из нашего use case. Напишем первый тест, примем все, что необходимо для валидации, сдадим модель, вызовем валидацию, проверим, попробуем запустить. Окей, валидация отработала. Давайте теперь напишем тест с невалидными данными. Тут можно для каждого поля написать отдельный тест, но мы, чтобы не усложнять, сделаем немного проще и проверим, что ошибка срабатывает. Хотя наилучшим вариантом было бы, конечно, проверить каждое поле отдельно и проверить сообщение из этого поля. Но мы, чтобы не затягивать видео, просто проверим всю модель одним тестом. Давайте выполним этот тест тоже. Выполним все тесты сразу. Все тесты отработали, можем закрыть все лишнее и проверить код. На этом все. В следующем видео мы напишем всю логику и тесты для пагинации.